Всем привет, дорогие друзья! Вы по-прежнему на канале «Мы в Испании». Тема сегодняшнего нашего ролика – как живут люди в глубинках Испании. Сегодня, дорогие друзья, мы приехали в небольшой городок. Он находится в 450 километров от центра, от столицы Испании, от Мадрида. Это обычный городок, каких много, наверное, в Испании. Но вначале давайте вспомним, что такое термин «глубинка», что он означает. В нашем понимании глубинка – это что-то такое отдаленное, малонаселенное, может быть, даже сельское. Это может быть сельское какое-то поселение, деревенька, фермерское поселение. В общем, вот в нашем понимании глубинка – это то, что не имеет инфраструктуру, плохую инфраструктуру, либо плохие дороги, может быть, даже. Что-то находится где далеко, может быть, даже непривлекательное. Иногда это бывает даже что-то такое депрессивное. Вот посмотрим сегодня, что же такое глубинка по-испански. Жизнь в испанской глубинке обычно медленная, спокойная, с особым уклоном. Люди здесь часто живут в небольших деревнях или фермерских поселениях, где время течет медленно, соседи хорошо знают друг друга, соответственно, отсюда уже и уклад жизни, наверное, такой. То есть люди живут и знают друг друга много лет, ритм жизни определяется сезонами, сельскими какими-то мероприятиями, если здесь есть сельское хозяйство. На подъезде к этому городу мы, кстати, видели много различных полей, так что я думаю, что жители этого города в том числе занимаются и сельским хозяйством. Я думаю, что мы сейчас прогуляемся в центр этого городка и выйдем за пределы его, чтобы посмотреть действительно, какие здесь поля, что здесь, может быть, выращивают, есть ли тут вообще сельское хозяйство. Мы припарковали машину на одной из улиц. Что здесь сразу бросилось в глаза, что здесь действительно очень много личного транспорта у людей. Люди здесь ездят на автомобилях. Люди, которые живут в таких городках, нам уже и раньше рассказывали, соседи очень хорошо знают друг друга, они живут тут уже десятилетиями, знают там у кого кто что, ходят на свадьбы, там, на похороны, я не знаю, там, на крещение друг другу. В таких городках, как правило, проходят какие-то местные праздники местного значения, они могут иметь религиозное значение, это, например, в честь какого-то святого покровителя вот этого городка, может быть, что-то еще, какие-то фестивали именно вот в каждом конкретном городе, которые привлекают в том числе и туристов. Нам рассказывали про такие праздники в деревнях. В общем, это достаточно такие тоже интересные, аутентичные мероприятия. Звонит колокол, так что я думаю, что вот дальше мы продолжим уже в центре этого города. Вот сейчас мы идем как раз в центр. Там церковь, мы видим уже. Еще одной важной традицией в таких городках это являются семейные различные праздники, мероприятия, когда семьи собираются вместе, проводят выходные, проводят поедание паэльи, можно так сказать. То есть у них они регулярно посещают церковь, особенно какие-то праздничные дни или выходные. Вот в центр города это обязательно какая-то церковь. Церковь, церквушка маленькая. В данном городе тоже есть такая церковь, мы сейчас подойдем. Ну и вот обратите внимание, что город, хоть он и маленький, но оборудован детскими площадками игровыми. Пусть тут нет детей сейчас, вот в данный момент, но площадки есть. Достаточно хорошие дороги, разметка, знаки, инфраструктура. В общем-то, приятно. Сейчас не видела я еще ни одного автобуса. Очень много здесь маленьких городов, таких глубинных, которые мы посещали, там, вольно или невольно за эти годы жизни здесь. Могу сказать свои наблюдения. Вы, кстати говоря, обязательно пишите ваши наблюдения. Тот, кто знает, кто живет в Испании. Как мне кажется, что здесь везде есть такое же медицинское обслуживание. Если нету там больших госпиталей, то есть все-таки пункты ургенции, то есть скорой помощи, поликлиники различные всякие, то есть социальные службы, которые работают, соответственно. Поэтому безопасность и медицинское обслуживание, они всегда тоже присутствуют. Что еще хочу сказать? Школьное обучение, среднее обучение тоже есть в таких городках и поселениях. Конечно, с высшим образованием уже обстоит другая немножечко ситуация, но свои наблюдения я вам сейчас тоже расскажу.
Ну, как я уже сказала, что одной из важных традиций в таких городках является воскресное посещение церкви, также свадьбы, различные мероприятия, крещения, в общем, различные религиозные праздники. Поскольку вы знаете, что Испания все-таки она такая религиозная страна, да, есть какие-то праздники, у них много проводится разных, то чем меньше городок, тем больше, наверное, люди обращены вот еще ну, к вере, да, то есть к религиозным каким-то традициям, они их хранят, чтят. Но также хочу сказать, что любые маленькие городки, они занимаются еще, наверное, различным ремеслом. Помимо того, что они заняты в сельском хозяйстве, то есть выращивают различные сельскохозяйственные там овощи, фрукты и так далее. Они могут производить сыры. И если регион позволяет, то выращивают виноградники. Соответственно, в тех регионах сразу образуются бодеги. Бодеги – это там, где изготавливают и хранят вино. И, соответственно, это привлекает туристов уже туда, привлекает тех, кто хочет приобрести вино, продегустировать, и, соответственно, те, которые привозят туда туристов, как я еще уже сказала. То есть в этом может быть еще и туристический сектор тоже задействован в такие маленькие городочки. Продолжая про занятость людей, чем еще люди могут заниматься в таких городках маленьких, это различные ремесла, различные кузнечные дела, может быть, там изготовление чего-то, рукоделие, ну, гончарное дело, да, то есть потому что, например, наш валенсианский коммунидат, он известен тем, что здесь производит керамику, то есть существуют маленькие городочки, в которых люди действительно занимаются керамикой или что-то шьют, или вышивают, то есть хранят какую-то историю. Но еще хочу сказать, что есть такие небольшие города, если они тем более с красивыми видами, с красивыми историческими местами, это может быть какая-то там какой-то старый замок, церковь, какая-то пещера, то, конечно же, там все это оформлено для того, чтобы туристы посещали такие места. И если красивые виды, как в Гуадалесте, я уже сказала, что высшее образование, ну, по-любому здесь в таких городках не присутствуют университеты, но если взять, например, город Альтея, он тоже небольшой достаточно, но очень живописный. Это город художников, мы вам его показывали. Там очень красивые места, соответственно, красивые виды, привлекает много туристов. Но помимо того, там существует факультет искусств университета Мигеля Эрнандеса из Эльче. Поэтому государство, в принципе, старается использовать какие-то, или муниципалитеты, какие-то свои особенности, фишки, интересные места, исторические места для привлечения туристов. По моим наблюдениям, друзья, в таких маленьких городах, как правило, всегда есть какой-то барчик, кафе, сервисерия, я не знаю, тапосерия, там, где люди могут собраться. И очень часто мы видим, что такие вот вроде взрослые уже сеньоры, они приходят выпить по сервесе, поболтать, может, выкурить сигару, я не знаю. Вот за моей спиной есть такое вот заведение, кафе, бар, я не знаю, как это назвать. Сейчас обеденное время, где-то в районе 2 часов дня, и воскресенье, и люди здесь вот сейчас обедают. То есть, несмотря на то, что это маленький, малюсенький городочек, где, ну, вот жителей на улице очень мало, мы стоим на центральной площади, насколько я понимаю, вот эта иглесия центральная, за моей спиной, вот видите, обязательно есть, как я вам уже сказала, кафе, очень хорошие дороги, очень много частного транспорта. Сейчас мы посмотрим, где учатся дети, наверное. Выйдем из этого городка, посмотрим красивые поля, что там выращивают или не выращивают. И я вам расскажу еще немножко, наверное, о молодежи, которые живут в таких городках. И вот мы пока движемся по дороге, мы здесь увидели супермаркет. Но поскольку сегодня воскресенье, он, конечно же, не работает. Не во всех регионах сейчас работают по воскресеньям магазины. А в этом коммунидаде нет, но вот он есть, супермаркет. Я думаю, он не единственный. И также я думаю, что раз у людей много частных машин, они, естественно, ездят в крупные гипермаркеты, в большие города. Поэтому вообще это здесь не проблема абсолютно. О, Алексей, смотрите, дорогие друзья, что мы увидели. Маленький городок, но тут есть Wi-Fi. Это очень приятно. Можно я надену очки, потому что все-таки блики такие, глаза слепят. Вот видите, вот оборудован Wi-Fi. Насколько мы понимаем, это бесплатный Wi-Fi.
Wi-Fi зона здесь действует. Вот вам и маленький городочек. Это говорит о том, что вот такая инфраструктура. Глубинка. Обратите внимание. Центральная площадь и церковь остались за нашей спиной. И сейчас мы пройдем, как раз уже тут выход из города. Городок, как я сказала, очень маленький, совсем, вот, можно сказать, такой сельский городочек. Можно даже сказать, что здесь, наверное, была деревня. И в нашем понимании это все-таки такая, наверное, деревенька. Сейчас мы приближаемся к школе. Осторожно, Алексей. И впереди меня я уже вижу поля и горы. А вот она, собственно говоря, и школа, да? Вот это, наверное, детский сад. Детский сад и школа, да? Ну, вероятно. Ну, поскольку здесь все вместе, детский сад, он как бы находится, наверное, в школах. В общем, это такая зона для обучения детей, насколько мы понимаем. Посмотрите, какая она чистенькая, аккуратненькая тоже, со спортивной площадкой, с игровой площадкой, в зелени. Ну, в общем, вот такое местечко для обучения детей в этом сельском городке. Вон там собака лает. Ну, а сейчас вот мы выходим из этого городка, посмотрите, то есть уже вот видно, что это действительно глубинка, что это сельский городок. Можно сказать, почти как деревня, поля дальше идут. Но видно, что это Испания, потому что вдали горы. Кстати, детское вот это обучающее учреждение очень в таком зеленом месте находится, да, уже дальше поля идут какие-то. Я не знаю, что они выращивают. Но еще раз хочу сказать, что в глубинках занимаются и сельским хозяйством, и ремеслами различными. И если интересные какие-то красивые места, то и туризмом тоже, естественно. Какое поле красивое. Обучение в испанских глубинках может быть организовано в различных школах. Вот как мы прошли учебное заведение, может быть, это даже присутствуют какие-то колледжи, либо какие-то филиалы университетов, но это когда уж как в Альтее, да, какой-то более-менее там покрупнее город и где много туристов. Ну, или также онлайн-обучение, которое сейчас тоже очень развито и популярно, некоторые так молодежь выбирает. Ну, часть молодежи остаются в этих городках, в своих деревеньках, может быть, тоже помогать в сельском хозяйстве или заниматься ремеслами. А часть молодежи, конечно же, уезжает в крупные города для того, чтобы обучаться в университетах, для того, чтобы зарабатывать хорошо, получать какую-то хорошую профессию. Знаем мы молодежь, которая уезжает вообще, вот, например, в частности, знакомый испанец наш уезжает в Англию, потому что ему кажется, что там, ну, привлекательнее, больше зарплата, лучше работа и так далее. То есть какая-то молодежь уезжает даже за границу. Может быть, учиться или работать. Ну, вот, во всяком случае, для молодежи сейчас различные варианты доступны, как для молодежи любой страны, тем более молодежь из глубинок. Конечно же, нужно молодежи больше развлечений, наверное, дискотеки, какие-то университеты, обучение, хорошая дорогая работа, хорошо оплачиваемая работа. Но, во всяком случае, городок производит хорошее впечатление, очень экологично, чисто и, в принципе, ну, относительно недалеко до каких-то других городов. Люди здесь могут организовывать также свой бизнес, как я уже сказала, бодеги, различные кафе. Сегодня мы вам покажем еще вариант. Вот неподалеку находится очень интересный вариант организации бизнеса. Это не реклама, это просто наши такие наблюдения. Если это заведение открыто, то мы вам его обязательно покажем. Ну, как везде, люди, конечно же, занимаются спортом. Испания предрасполагает к этому. Вот на великах катаются. Выходим из этого городка, где только что были. Вот так, вероятнее всего, он называется. Если кто-то знает, лайк, подписка и комментарий. А это, наверное, растет клевер. Мы с Алексеем посмотрели. Ну, знатоки сельского хозяйства, подсказывайте, что это такое. Сидираты, клевер, трава для корма скоту или что-то такое. Вот, может быть, поля так, типа сидиратов, да, потом это все перепахивается и удобряется. Но очень много полей. И вот дальше тоже очень какие-то интересные мы сейчас пройдем, потому что там залито водой поля, и там мои любимые горсетки ходят. Кто это такие, вы сейчас тоже увидите. Только что мы видели, кстати, что мужчина из шланга заливал вот это поле водой. Я не знаю, полностью он залил это все. И для чего это делают? Там пасутся птицы красивые. Горсетки – это вот те вот цапельки. Обожаю вот этих белых цапелек.
Они здесь тоже водятся. Здесь есть, кстати, парк «Натураль». И в нашем регионе тоже такие водятся. В общем, черные тоже, видимо, из той же породы цапель. И поле действительно залито водой. Мы с Алексеем предположили, может быть, они собираются здесь рис выращивать. Но это наши такие смелые предположения, остро-критические наши мнения, как обычно. А вы, друзья, пишите, может быть, вы знаете, что на таких полях выращивают и зачем они заливают так водой обильно. Очень хороший сегодня день. Выехало очень много велосипедистов. И, кстати, друзья, вот обратите внимание, вроде сельская дорожка, да? Ну, достаточно хороший асфальт в хорошем качестве выполнен. Вот они, эти птицы, да, Леша? Красота какая. Вот это белые горсетки, которых я очень-очень люблю. Ну а если, дорогие друзья, мы посмотрим чуть дальше, вы увидите вот так называемые деревенские домики местных жителей, которые здесь живут. Нас кто-то просил показывать побольше таких домиков. Это домик со всеми, можно сказать, наверное, удобствами. Я вижу, что достаточно такой интересный. А если передвинуться дальше, то мы увидим, что даже устанавливают солнечные панели у себя вот на таких частных деревенских домах. И отсюда как раз мы можем увидеть, Алексей вам покажет панораму вот этого маленького глубинного городочка, который, не знаю, насчитывает, наверное, до 10 тысяч, наверное, человек, а то и меньше, мне кажется, 3, наверное. Ну что, жителей оказалось гораздо меньше, 336, Алексей загуглил. Из них 179, по-моему, женщин, и мужчин меньше. То есть женщин здесь больше живет, женский такой городок небольшой, мужчин меньше, то есть остальное количество это мужчины. Ну, скорее всего, вот чем занимаются? Сельским хозяйством. Ну и, может быть, какие-то ремесла. Нам не встретилось пока никакие ремесленные производства, фабрики. Поэтому основная моя версия, что сельское хозяйство, может быть, что-то еще. Или, возможно, люди выезжают уже в более крупные города на работы, потому что у них здесь много, в общем-то, среднего возраста людей, и у всех есть частный транспорт. А, возможно, они приезжают пап-мам навестить на выходные и уедут в свои более крупные города, потому что сегодня воскресенье. Дорогие друзья, вот мы вышли немножечко на другой край города. Здесь вот такой интересный ресторан. Ресторан Каса Харри. Наверное, он очень вкусный, потому что очень, так достаточно вкусно пахнет едой. Очень много местных здесь сидит. И посмотрите, какие цветочки. Классно, да? Также мы прочитали, что здесь есть общественный медицинский центр. Сейчас мы, может быть, мимо пройдем. То есть вот на эти 330 с чем-то человек, в общем-то, есть не один. Есть бар, есть ресторан, есть еще тут какой-то барчик, я посмотрела. То есть есть панадерия, есть церковь, есть колледж и есть медицинский центр. Ну, вся инфраструктура присутствует. Остановка автобуса, хорошие дороги, что еще? Ну, на мой взгляд, инфраструктура есть для маленького городочка. Представьте, что это деревня вот такая небольшая. 330 с чем там, 6 человек. Ну, это деревня. По факту. Деревня, которая среди полей. Вот, там парк «Натураль» есть, Эль-Фондо еще 1,8 километров отсюда. И прогулочная велотрасса 7,7 или 7,8, 8 километров. Ну, вот так вот. Небольшие одноэтажные, двухэтажные домики, частные дома. Возможно, чьи-то дачи стоят. Вот такой он городок. Достаточно уютный, милый. Каррер Сан-Филиппе называется вот эта улица.
Вот и еще есть очень интересная ассоциация, которая называется «Ассоциация соседей». Здесь можно посмотреть все культурные мероприятия, о культурной жизни, да, вот городков небольших. И в Центре культуры, в Доме культуры города Кривиент можно посмотреть, приобрести вот здесь билеты, посмотреть, какие мероприятия будут проходить там, и съездить. Город Кривиент находится недалеко от этого городка, туда поехать для того, чтобы посетить какие-то мероприятия. Так что вот все мероприятия здесь указаны, где что проводится, в какие числа, дни и месяцы 2024 года. Так что с культурной жизнью здесь все в порядке тоже, друзья. Мы прошли вот по этой улице, которую я вам название уже говорила, Сан-Филиппе. И мы насчитали 6 баров вот на этой улице. Плюс магазин пиломатериалов, плюс мы почитали, что есть где-то рядом цветочный магазин. В общем, ну, знаете, для 330 скольки, 5 человек достаточно такое насыщенное местечко, мне кажется. Есть автобусная остановка, то есть автобус здесь ходит. Ну, такая жизнь достаточно активная. Ну, про медицинский центр я вам уже сказала, там пункт общественный, поэтому больше мне ничего не встретилось, но в принципе все, что вот нужно для жизни, да, магазин, там пункт первой помощи медицинской, но акцент здесь сделан все-таки, знаете, на бары и рестораны, я так посмотрела, потому что тут, конечно, готовят на дровах где-то, вот ресторан за углом, там вообще хорошие отзывы, и кухня замечательная, но мы есть сейчас не хотим, поэтому не будем вам показывать ничего такого. Но покажем вам одно интересное место, которое здесь тоже недалеко находится. Если это открыто, то мы сейчас с вами туда пройдем. Ну что ж, друзья, всего 10 минут на автомобиле, и мы находимся в этом замечательном месте, про которое я вам говорила, обещала показать. Это место традиционное арабское чайное. Вы знаете, что испанцы чай не пьют, но арабы, которые здесь были несколько веков, у них есть такая традиция чаепития. Мы тоже любим чай, чай со сладостями. Сегодня мы вот решили посетить это место. Я для чего хотела вам это показать? Не показать как рекламу, а я хотела вам показать, что в любой глубинке Испании, в принципе, было бы желание, можно организовать то дело, тот бизнес или то творчество свое, ремесло, которое вам интересно. И, наверное, для этого можно найти условия, создать их самостоятельно и реализовать, притворить в жизнь. Вот, собственно, для этого я и хотела показать вам это местечко. Мы были сегодня в глубинке, сейчас мы посмотрим немножко это место. Мы с Алексеем выпьем чай со сладостями, ну а вам вот капельку этого покажем не в качестве рекламы, а в качестве того примера жизни в глубинке Испании.
что ж, дорогие друзья, на этом все. Сегодня мы вам показали один маленький городок, так называемая глубинка Испании, как живут люди, чем занимаются. Один из выходных дней. Почему мы пришли сюда в выходной день? Мы хотели вам показать, когда люди не разъехались по рабочим дням, по своим рабочим местам, а вот то, что здесь есть. Надеюсь, это видео вам было интересно и полезно. Поддержите его лайком, оставьте свой комментарий, подпишитесь, если вы не подписаны на наш канал. Всем удачи, добра, хорошего настроения. Увидимся вновь. Адьос, амигос. Пока-пока. Чао.